Парни, очередной привет всем. Сегодня доберемся все-таки мы до этого вариатора. Разберу я его. Доберусь до обводной муфты. Сниму ее, посмотрю, на что она похожа. Раз так дребезжит при торможении задним тормозом. Вот она должна быть, наверное, уже там расколбашена вся в хлам. Вот. Но хотя она так дребезжала еще на пробеге. Вот я его покупал. Пробег был 374 километра всего-навсего. И она уже так дребезжала. То есть, я так понимаю, с новья, что ли, она так это... Звуки такие издает, не знаю. Короче, посмотрим, что она себя представляет. Если ей там совсем плохо, я ее, короче, выкину. А на ее место поставлю подшипник. Размеры с нее снимем. И буду искать такой подшипник. Вот. Что у нас по делам получается? Сейчас сливаем масло. Скидываем крышку вариатора. Ну, предварительно сняв подножку. Вот. Снимаем эти чашки вот эти всякие. Две гайки вариатора откручиваем. И снимаем вторую часть вариатора. Как раз потом там мы как раз увидим обгонную муфту. Ну, это как в моем понимании. Я ни разу не разбирал. Сейчас будем по месту смотреть. Вот. Взял на выходные погонять вот такой вот аппарат. Вроде мощная штука. Гайковертик такой, ничегошний. Даже профессионал написано. Не знаю, профессиональный инструмент или нет. Будем пробовать. И кульминацией всего, наверное, будет это пробная покатушка. Так что не будем затягивать болтовню это видео. И так длинно, наверное, получится. Так что поехали. Немного подраскидал. Снял подножку. Снял эту защитную штуковину. Поддон снял. Слил масло. Сейчас покажу, какого она цвета. Сейчас мы его поставим на свет. Вот 400 километров оно прошло, вот это масло. Ну прямо оно чернющее. На щупу оно прям такое прозрачное еще было. А в общей массе она, ну прям не прям черная, немного коричневая она там. Ну как-то так. То есть сейчас там где-то 900 с чем-то, или под 900 пробег, 800 с чем-то. И где-то на 1000 я буду менять уже его. И еще на этом магнитике, на пробке масляного, а на магнитике был такой сугробик из стружки. Так что надо менять масло. Чем чаще, тем лучше. Вот. Я, конечно, дернул предварительно, поэтому так и прокручиваю. Второй раз она уже легко снимается. Первый раз я с ней помучился. Будем пробовать, что делать. Эту гайку я уже откручивал, кто видел предыдущее видео. Это уже откручивался. А это как затянуто с завода, так она и есть. Сейчас попробуем с этой сначала. Ну, немного она помучилась, но все равно открутилась. Так, попробуем сейчас. Пробуем вторую гайку. Так и уехать можно за ней. Сейчас что-нибудь подставлю.
Ну да. Ковер хороший. Советую. Кто в раздумьях, что покупать, такая дурдула стоит 1030, наверное. Сказал тот, кто мне его давал. Так что 30-очка за такую технику, я думаю, недешево. Вот. Посмотрим. Так, дальше что? Сейчас я снимаю вот эту вот чашку. Надо сейчас поддомкратить немного его, чтобы он чуть приподнялся, чтобы масло, оставшееся в картере, не вылилось сюда, а стекла в тот угол. Так что сейчас мы поддомкратим. По идее все. Больше ничего не держит ее. Вроде да. Попробуем скинуть. Ага. Хрусть. Был хрусть. Что-то упало. Ну, вот такая вот система внутри. А упала. Сейчас будем разбираться, что упало. А, как раз муфта и упала. Вот она, родная. Короче, собираем. В общем, нюансов никаких вроде не встретилось, пока одевал обратно. Единственное, что перед тем, как затеять такую процедуру, двигатель сверху промыть надо как следует от песка. Потому что вот я сейчас снимал эту половину, да, вариатор. И песок, который находился сверху на движке, там немного его было, но насыпался внутрь. Вот на колокол он попал, там внизу, там, ну, короче, подтереть придется. Поэтому лучше хорошенько промыть сначала. Вот, сейчас закручиваю одну гайку, потом вторую. Собираю, заливаю масло. Время уже 9 часов вечера, не знаю, поеду сегодня, нет, возможно, завтра поеду. Вот, так что для вас это будет всего одно видео, у меня это будет 2 дня. Так, сейчас я включу сеть. Так. Угу. Это молоточек. Все собрано, так что можно стартовать. Нюансов никаких, я просто сейчас не стал прикручивать до конца подножку, вот эти болты закручивать. Закрутил только нижние 4 болта и вот эти вот 2 на боковушке. Остальные не стал, потому что я попробую поискать подшипник такого размера, как эта муфта, где она тут есть. Вот, я сниму сейчас размерчики и посмотрю в интернете, где такой подшипник можно нарыть. Вот, а покатаемся мы завтра. Так что время-то уже... Алло.
21:36. Соседей пугать не будем рыком. Масло я залил, сейчас она обтекет в этой трубочке. Заведу, послушаю. Вот. Ну а так, в принципе, думаю, ничего страшного, прокатимся, будет все видно. Так что у меня будет все дело завтра, у вас через пару секунд. Ну что, вот и настало утро. Короче, прокатился я уже немножко. Не знаю. Короче, сейчас я прокачусь, послушайте тоже, но пока расскажу. В общем, было, получается, два вида звуков при движении. Первый звук — это когда на сбросе газа с большой скорости жужжание такое было. Это была, как я понимаю, обгонная муфта. Вот я сейчас ее вытащил, без обгонки прокатился. На сбросе газа нет этого звука жужжащего. Но при торможении задним тормозом тот самый звук, который меня больше всего напрягал, он остался. И это не обгонная муфта, оказывается. Треск вот этот вот, который остался, в принципе, из-за него все и затевалось. А то, что жужжание обгонной муфты было на сбросе газа, я не обращал особо внимания. Вот. Ну это да, это особенность, наверное, конструкции самой обгонной муфты и в целом квадрика. Поэтому сейчас я прокачусь, конечно. Ну и поеду в гараж, обратно запихну эту муфту. И надо что-то думать, я не знаю, может быть это карданы на шлицах грохают так. Я, блин, даже не пойму. Звук, когда перемешивался один с другим, казалось, что вот именно из вариатора все это дело идет. А сейчас обгонную муфту выкинул, и звук прям появился четко под задницей. Не пойму, в чем прикол. Может, я опять что-то не дослышал. Ну, сейчас прокатимся. Передком нормально, зад грохочет. Зад юзит, но при этом грохот. Блин, как будто спереди откуда-то, ё-моё. Ну что ты даже? Блин, с вариатора гром.
Но я в растерянности, я не знаю, что делать. Короче, мне кажется, без обгонной муфты, когда зажимаешь задний тормоз, грохот усилился. С обгонной муфтой он даже, мне кажется, был поменьше. Поэтому сейчас я ее ставлю на место. И надо что-то искать. Потому что, блин, сидишь когда за баранкой, ну, за рулем, а звук непонятно, как будто из-под задницы. Когда едешь, нажимаешь на тормоз и наклоняешь голову вниз, чтобы услышать получше этот звук. Ощущения такие, что он прямо с передней части вариатора, либо с переднего кардана, что-то прямо вот оттуда, откуда-то спереди. Даже не знаю. Я сейчас, конечно, еще разок разберу, все раскидаю, посмотрю повнимательнее, но там никакого криминала я вчера не увидел. Поэтому даже не знаю, что делать-то. Причем звук с навья получается. Блин, 374 километра было, когда я первый раз сел, и она уже гремела. Загадка вообще. Конечно, расстроился. Ну ничего. Будем копать дальше. Пока ставим муфту на место. И будем думать. Все, парни, всем хороших покатушек. Пока.